Итак, мы решили готовить рыбу к холодному копчению следующим образом. Я разбираю ее вот так вот на тушку. Вот такая она, как бабочкой разворачиваю, да. А вот на одной стороне у меня нет хребта, хребет остается на другой стороне. Это сделано для того, чтобы она быстрее просолилась у нас, мясо станет более плотным. Но как мы там будем уже коптить, мы покажем дальше. Сейчас я хочу показать, как я разделываю. Значит, я беру ножницы и надрезаю вот эти боковые кости по всей длине хребта. Получается, я их отрезаю. И затем у меня вот такой специальный филировочный нож, которым я потихонечку начинаю филе отделять от вот этого позвоночника. Вот таким образом. Нож очень острый. Он специально сделан для того, чтобы филировать. Ну, чаще всего мы филируем рыбу, конечно. И кожу мы не прорезаем. То есть мы должны прорезать только до кожи. И все мясо у нас держится именно на коже рыбы. Делаем все аккуратно и медленно, потому что, ну, чтобы меньше оставлять мякоти на позвоночнике и на хребте. Потом я разрезаю, раскладываю и дорезаю аккуратненько. Если вы будете делать это без нажима, то кожу вы не прорежете. Режем только филе. Все, у нас рыба готова. Вот таким образом мы сейчас разложим всю нашу рыбу и дальше будем ее засаливать вот такими слоями, пересыпать крупной солью. Большую часть рыбы мы уже разделали, и сейчас мы ее будем солить. Солить будем вот в этом вот тазике, прослаивать, то есть каждую рыбку я буду солить. Вот первая уже у меня пошла, я ее присолила сначала со стороны шкурки и кладу вот так вот вверх филе, посыпаю. Берем следующую рыбу раскрытую. Сначала кладу вот так и солю шкурку. Переворачиваю. И буду солить филе. И кладу в разные стороны хвостами, чтобы они равномерно лежали. Иначе, если в одну сторону будете класть, то будет здесь такая стопка большая. А к хвостам рыба обычно становится потолще, потоньше наоборот. А чтобы ровненько было, кладем вальтом их. Я думаю, рыба будет счастлива. Здесь такой аромат стоит великолепный. Так, следующее. Это прям толстенькая такая у нас рыбка. Такая серебренькая. Хорошая серебряночка. Цвет очень хороший у рыбы. И плотность мяса. Прям мясо очень хорошее, плотное, не разваливается. Я думаю, что хотя у нас будет первый запуск коптильни, но все у нас получится по высшему разряду. Так. И по такой технологии мы заполняем весь тазик. Опять накрываем пленкой, чтобы у нас не заветривалась верхняя рыба. И кладем в прохладное место, желательно в холодильник. Минимум на 12 часов, лучше часов 15-20. Потом будем вешать на обсушку. Коптим мы обязательно только на сухую поверхность. Никакой влаги у нас не должно быть, иначе у нас будет кислота и прогорклость.
Все покажем обязательно. Так, у нас ночь следующего дня уже после чистки рыбы. Она у нас солилась в тазу весь день. И 4 часа сушилась. Присаживайся, будешь показывать нам рыбу доставать. В каком она виде высушенном. Сейчас мы взяли вот такую щепу. Это бук со специями. Сюда входит у нас в состав щепа с можжевельником для лабиринтных дымогенераторов. Лабиринтный дымогенератор мы сейчас покажем, как мы будем его заряжать. Вот это еще нам понадобится фольга, чтобы укрыть печку. Печкой будем или нет пользоваться, еще не знаем. Сейчас посмотрим. И вот так вот у нас выглядит наша подсушенная рыбка. Так, за крючки подвешена. Подержи. Вот так, видите, она становится глянцевой. Вот так вот должна она как бы переливаться. И как бы немножечко, то есть никакой влаги, когда вот так вот, это жир. Соли, сока, ничего вот здесь не должно выделяться. Шкура вообще абсолютно сухая. И вот на такое состояние, в таком состоянии мы сейчас будем эти тушки вешать на перекладинку. Они вот здесь подвязаны веревочками. Сейчас все покажем дальше. Итак, чтобы подтвердить, что у нас ночь глубокая, вот снимаю вам наш огородик, с которым вы уже знакомы. Могу оставить вам ссылку на обзор моего огорода и грядок, которые муж делал своими руками. Мы приехали на дачу, чтобы делать нашу рыбку холодного копчения. Коптить и горячего тоже. Сейчас поставим. Итак, вот наша коптильня. Я обязательно сделаю обзор того, как мы ее делали. Сегодня у нас первый запуск этой коптильни. И думала, что это будет колбаса. Делали вообще коптильню для колбас, я заказывала мужу. Но оказалось, что первый запуск это будет рыба. Вот так вот на вешалах мы развесили на веревочках рыбу. Внизу стоит печка, лабиринтный дымогенератор, который мы сейчас заполним щепой. И я покажу, что нужно вот эту печку будет закрыть фольгой, чтобы на нее ни в коем случае не попал жир. Иначе будет ай-яй-яй. Все, сделали веревку. Все, я уже повесила, вот она. 2. Получилось по 4. Дымогенератор вот так представляет собой вот такой лабиринт. Это пассивный дымогенератор. То есть он не нагнетает дым, а потихоньку начинает тлеть. И щепа. Здесь? Зачем поджигать будем? После суток копчения в коптильне мы повесили вот так вот нашу рыбку опять и направили на нее вентилятор. То есть она вот здесь вот целый день. Сегодня с 11 утра до сейчас уже 8 вечера она у нас висела, проветривалась. И когда вы ее снимаете, она получается вот такого золотистого цвета, желтенькая спинка. Будем дегустировать. Вот такая красота. Все, сгрузили наши хвосты на подносик. Сейчас упакуем в пергамент и будем угощать родителей, сами угощаться и будем дегустировать. Запах стоит просто обалденный. Очень ароматное получилось. И самое главное, что этот запах копчения очень натуральный. Вкуснотища.